Итог по недоразумению. Здравствуйте. Я буду у вас жить. Меня перевели из другой тюрьмы. По какой статье? Что? Я спрашиваю, по какой статье осужден? По 158-й кража? Или по 105-й, часть 2, убийство с отягчающими? Да что вы, какое убийство? Я журналист. Осужден по статье, судья Жучайло должен сидеть в тюрьме. В газете «Вечерний город». Написал, из этого мерзавца сам в 60 лет на нары попал. Уже полгода по тюрьмам мыкаюсь. А я только месяц сижу. А ведь сидим мы здесь с тобою по недоразумению. Причем по одному и тому же недоразумению. И вы? Нет, ну какое это недоразумение? Это все он, этот подонок устроил. А недоразумение в том, что меня уже таки посадили, а тебя еще не выпустили. Ой, господин Жучайло, это какое-то недоразумение. Я не вас имел в виду. А вообще-то я очень рад вас видеть. Очень. Здесь. Правда. Я так рад вас здесь видеть. Вот не ожидал вас здесь увидеть. Чтобы вы, судья, и сами сели. Да я сам не ожидал. Все вышло, как в хреновом телесериале. Это все-таки значит есть справедливость. Я ведь столько жалоб написал во все инстанции. Да при чем тут твои жалобы? Я сел по недоразумению. По какому недоразумению? По необъяснимому недоразумению. Но на годик всего. Не понимаю. А что значит по необъяснимому? А то значит, что если я начну объяснять что-то кому-то, то мне еще лет 10 добавят. Я даже представить себе не мог, что мне придется сидеть вместе с вами. Это я тут сижу, а ты стоишь. Тут другой койки нет. А я тоже имею право на эту койку. Она ведь не ваша, она казенная. И все-таки я поражаюсь. Неужели вы, такой человек, вот такой Жучайло, и не смогли выкрутиться? Ну? Не смог. Не смог я, дурак. Дурак. Слишком долго одно дело обдумывал. Ну и что? За это не сажают? Ой, много ты понимаешь. Ладно, сейчас уже можно рассказать. Я слишком долго обдумывал, брать мне маленькую взятку или большую. И пока я обдумывал, большую дали другому судье, а мне дали маленькую. Погодите, а другого судью что, потом тоже посадили? И даже не привлекли. А как же-то у них хватило наглости? Хватило. Я же говорю, большая взятка была, всем хватило. Ну ничего, ничего. Раз вы уже здесь, значит, меня скоро выпустят. Мы с женой верим, что скоро будем на свободе вместе. Она у тебя тоже сидит? Да что вы. Я имел в виду, что моя жена тоже в это верит. Это ты веришь, что она верит. Но я тебе скажу, в жизни мужчины многое зависит от женщины, многое. Вот я одной женщине пожизненно благодарен за то, что она меня сделала настоящим мужчиной. Ты понимаешь? Понимаю. Это была ваша первая любовь? Ну да, где-то так, где-то в первой десятке. Ой, я ее любил, такая любовь. Ой, письма писал, под домом караулил. Она ноль внимания, ноль.
Тогда я решил, подарю ей огромный букет цветов и исчезну из ее жизни. И что? А мне папа сказал, какие цветочки. Настоящий мужик за свое счастье должен драться, ты понимаешь, драться. Ну и? Но я без всяких цветочков набил ей морду и исчез. Во всех ваших процессах обвинительный приговор был построен на недоразумениях, был построен на фикциях и недоказанностях. На фикциях? Не знаю. Я на этих фикциях построил 3 реальных дома, 2 квартиры и 3 дачи. Не знаю. Господи, ну когда же меня выпустят? Ведь раз вас посадили, то все дела, которые вы раньше судили, должны теперь пересмотреть. Это же нонсенс какой-то, что мы вместе с вами сидим, ну. Я вот тебе, как юрист, скажу. Вообще, вся юриспруденция – это недоразумение, понимаешь? Но от этого недоразумения зависит вся моя жизнь. Когда-то же это наконец кончится. Ну, конечно, кончится. Обязательно кончится. Тут только вопрос, что кончится раньше. Недоразумение или твоя жизнь? Ужас. Угощайся. Да спасибо, обойдусь. Зря. Не стесняйся, взял бы. А? Пригодится. Мне каждый день передачи носят. А вот это один мой бывший подсудимый старается. Это за что такая забота? А есть у меня, знаешь ли, такой дар убеждения, что ли. Он, послушай, он старый рецидивист. Уже в 14 лет грабил киоски, потом квартиры, потом банки. А я с ним поговорил, объяснил ему, что бывает за ограбление банка. И да, он начал жизнь сначала. Очень интересно. Я бы об этом написал, когда выйду. И что он сейчас делает? Ну, я же сказал тебе. Начал жизнь сначала. Вот. Опять грабит киоски, как в 14 лет. Ну, дайте же и мне хоть немножко прилечь. Вот будет у тебя своя койка, тогда и приляжешь. А что ты там читаешь? Письмо жены? Угу. Ну, давай слух. У меня жены нет. Будем твою на двоих делить. Как это? Я бы попросил. Попроси. Да, хотя ладно. Дорогой Витя, помнишь тот свитер, который ты подарил мне 20 лет назад? Он был такого жуткого цвета, что не только я его ни разу не надевала. Его за эти годы даже моль не тронула. Так вот, я его перекрасила в красивый цвет. О, догадалась таки за 20 лет. И в такой красивый, что моль его сразу сожрала. Ну, почему мне всю жизнь не везет, а? В школе меня били, в институте дразнили, первая жена бросила, теперь я вот в тюрьме. Ну за что, спрашивается, за что? Это ты не под той звездой родился, понимаешь? С гороскопами не поспоришь. Вот я. Я майский, родился 25-го. А ты какого на свет родился? Да я и сам себя часто спрашиваю, ну какого я родился на этот свет? Какого? Спрашивается. Жуков, встречали на таблице девушку. Жуков? Это я! Это я, Жуков. Ну что я говорил? Справедливость восторжествовала. Стоп. Извините, ошибочка тут вышла. Не разлучен. Не Жуков, а Жучаев. Не может быть. Это опять недоразумение. Ай, никакое это не недоразумение. Справедливость восторжествовала. Напилась на радостях и лежит пьяная. Что ты такой грустный? Ты ж так хотел эту койку. Она твоя. Радуйся. Ах, как